Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сейчас будем, третий у нас тут кликер, который мы будем делить между собой, потому что у нас доклад совместный, и на самом деле мы вовсе даже не относимся к конкурирующим концессиям, что называется, а мы абсолютные коллеги и много лет работаем в тандеме. Просто сегодня разберем некоторые разные аспекты и разные, главное, накопленные уже опыт и знания, которые есть у нас. Поскольку здесь в аудитории в основном врачи клинической лабораторной диагностики, медицинские микробиологи, я хочу вам напомнить, что любимые-то диагнозы наших врачей, клиницистов, коллег, они вот такие вот. Да, это бак-вагиноз, вагинит, который зачастую сразу полагают, что он, вероятно, аэрабный, да, сегодня об этом уже говорили, и кандидоз. И вообще говоря, если ориентироваться на те действующие клинические рекомендации, которые у нас есть, во многом эти диагнозы ставятся на основе клиники или микроскопии. И здесь начинаются, конечно, разные интересные вещи, потому что та микроскопия, которая должна бы использоваться для того, чтобы поставить эти диагнозы, она вот в правой части слайда, да, потому что критерии Ньюджента, Амселя, критерии Дондерса для установления диагноза бактериальный вагиноз или аэробный вагинит – это либо мазки с окраской по грамму, чего, ну, не знаю, поднимите руку, кто красит мазки по грамму, так вот просто для интереса здесь. Ну, так, Евгений Федорович, мы вас вычеркиваем, а так двое. Для интереса, да, двое вот на всю эту аудиторию. Кто-то, может быть, смотрит нативные препараты. О, один человек. Евгений Федорович, почему вы не подняли руку? Вы нативные препараты смотрите, я в этом. Вот, вот. Да, вот у нас двое здесь в аудитории. В России преимущественно окрашивают мазки метиленовым синим. Вот я думаю, ближайшего времени у нас не было никаких внятных критериев для оценки. На самом деле была прекрасная и есть классификация Евгения Федоровича Кира, еще предложенная в начале этого века, где любую микроскопию вы можете классифицировать, в общем, на 4 основные категории. Но вот сегодня жизнь двигается дальше, и действительно скоро, я надеюсь, Минздрав подпишет документ, над которым 3 года не то что работали, а бились просто и кучу копий сломали. А, я напомню в этой аудитории, что бак-вагиноз, о котором сегодня много уже сказали, это на самом деле клиника-лабораторный синдром. Клиника здесь на первом месте, потому что и врач в конечном итоге будет ставить диагноз. Микроскопист, врач КЛД, медицинский микробиолог не пишет заключение в своих, что это бак-вагиноз. Это клинический диагноз, но надо использовать либо критерии Ньюджента, либо Амселя, а по критериям Амселя должны быть 3 положительных критерия из 4. С аэробным вагинитом все на самом деле еще хуже, потому что термин был предложен в 2002 году Дондерсом, и Дондерс предложил термин, исследуя нативную микроскопию. И вот среди тех параметров, которые предлагалось оценивать при нативной микроскопии, учитывалось количество лейкоцитов, ну это мы с вами смотрим, в том числе токсических, в окрашенных препаратах, тем более метиленовым синим, это не оценить. Процент базальных и парабазальных клеток – это у нас смотрят цитологи, а врачи в лабораториях клинических не оценивают этого. Ну, количество лактофлоры и коков. И первое, на чем мы, конечно, спотыкаемся, это на том, что нативные там мазки мы с вами, вообще говоря, не смотрим совсем. А я вот вам хочу показать такой слайд. Это уже результаты нашего исследования, когда мы отобрали мазки с воспалительной картиной, в том числе те, в которых находили базальные клетки, мы их отмечали и сделали исследование с помощью фимофлора второго. Что здесь примечательно? Что же оказалось здесь достаточно таким ярким маркером грядущего, да, обнаружения аэробов? Вот у нас тут опять с кликером-то не очень хорошо. Это вот этот вот столбик. Значит, там были базальные клетки, действительно базальные, парабазальные, а вот количество лейкоцитов было на самом деле меньше тех критериев, которые сегодня мы заявляем для воспалительного типа мазка. А кто знает, какой у нас критерий по индексу воспаления, вот соотношение лейкоцитов к эпителию, чтобы говорить о воспалении? Больше 4. Больше четырех к одному. Так вот у этих дам было меньше 4, было больше 1 к 1, но меньше 4 к 1. Ну и да, тут вот действительно это такой показатель оказался неплохой. Если же говорить о тех пациентках, которые
имели высокие количества лейкоцитов. Действительно, бали у них базальные, парабазальной клетки не было. Там вот эти вот верхние части столбиков, как раз желтое, оранжевое, это все, что связано с аэробами. Разницы, вообще говоря, никакой. И здесь, конечно, и как раз уже и кроется ответ на вопрос, а вот воспалительный тип мозга– это что? Реая всегда аэробный вагинит? Нет, нет, скорее всего, это не специфический вагинит. Здесь вы видите критерии уже, которые будут в новом приказе. Да, для воспалительного типа мозга лейкоцитов должно быть по соотношению к эпителию больше, чем 4 к 1. Мы можем выявлять специфические вагиниты, но их будет не так много, а большая часть будет, конечно, неспецифических. Ну и вообще говоря, использование вот этих вот критериев клинических и микроскопических по вот этой замечательной статье, это прямо перевод ее названия, да, подкинем монетку на диагноз, очень красноречиво. В принципе, если учесть, что частота ошибок составляет 60-70%, так тогда вообще закрываем лабораторию, кидаем монетки и ставим диагнозы. Но тут я передаю слово Андрею Евгеньевичу, потому что у него есть свой взгляд на воспаление. Ну, на самом деле, я хотел бы вернуться к тому, о чем говорил Евгений Федорович, что для того, чтобы правильно лечить, нам надо правильно диагностировать. И вот сейчас, где-то начиная с 2020 года, а, CDC и ряд других рекомендаций говорит о том, что мы должны идти от клиники. Вот мы видим, что сейчас основным критерием является наличие жалоб или патологических выделений. И с этим мы должны как-то разбираться. И, опять же, по данным CDC, основной причиной патологических выделений является бактериальный вагиноз. И дальше очень интересно обратить внимание и по российским, и по зарубежным критериям, что такое бактериальный вагиноз. Бактериальный вагиноз– это полимикробное невоспалительное состояние. И, казалось бы, все правильно, все понятно. Нам нужен лабораторный критерий, который позволит нам дифференцировать это состояние. И вот та картина, которую мы сейчас имеем в диагностике, очень мне напоминает древнюю индийскую притчу о мудрецах, слепых мудрецах и слоне, когда каждый из них на ощупь пытается определить, что такое слон. И каждый из них, ощупывая ту или иную часть слона, делает свое представление о том, что из себя представляет это животное. Но мы-то с вами ученые, у нас с вами есть четкое и понятное определение, что такое слон. Слон– это крупное травоядное млекопитающее с длинным хоботом и двумя бивнями. Все прекрасно. Проблема в том, что в Африке помимо слонов еще водятся носороги. И наша задача провести дифференциальный диагноз. Вот мы ловим зверя, и мы оцениваем, кто это, носорог или слон. Что мы будем делать? Мы с вами будем смотреть на хвост. Ну, те, кто еще не заснул в этой аудитории, должен спросить, а при чем тут хвост, если у нас в определении говорится про хобот и бивни. Но вот, к сожалению, с бактериальным вагинозом у нас та же самая история. Мы говорим о наличии или отсутствии воспаления, что позволяет нам поставить диагноз между невоспалительным бактериальным вагинозом и воспалительным вагинитом, но мы смотрим почему-то на критерии Амсова, критерии Наджента, которые говорят нам исключительно о составе микробиоты. Про воспаление мы не говорим ни слова. Может быть, это связано с тем, что раньше не было надежного критерия лабораторного, который позволил бы нам описать наличие или отсутствие воспаления. Сейчас у нас появился такой лабораторный критерий– это профиль экспрессии. Мы можем посмотреть профиль экспрессии во влагалище и сказать, есть или нет там воспаления. И мы видим очень интересную картину. Вот это у нас результаты РНК-профилирования, а это наша классическая лейкоцитарная реакция. Обратите внимание, там, где у нас по индексу воспаления, то есть по профилю цитокинов нет воспаления, мы не видим высокого количества лейкоцитов. То есть тут все отлично. С правой стороны у нас возникают вопросы. У нас появляется достаточно большое количество пациенток, у которых по профилю экспрессии вроде бы есть воспаление, но лейкоцитарной реакции нету. И нам задают вопрос, с чем это связано. То есть классическое представление заключается в том, что у нас появляется дисбиоз, то есть у нас размножаются условно патогенные микроорганизмы, и в ответ на это мы получаем воспаление. И если это так,
то тогда у нас не может быть пациенток, у которых есть локальное воспаление и нету дисбиоза. Если мы говорим о том, что это два независимых направления, две независимые системы координат, то у нас появляется 4 группы. И опять же вопрос вот с этой группой, где у нас есть локальное воспаление и нет дисбиоза. Кто это? Что это за пациентки? При этом к нам регулярно обращаются врачи, потому что их более 20%, они часто встречаются. Кто же они? И мы посмотрели на жалобы, мы посмотрели на клинику этих пациенток. Обратите внимание, ну, с нормой тут все понятно. Очень интересно, вот она, группа. Более 90% этих женщин так или иначе отмечают аллергопатологию в анамнезе. И основные жалобы — зуд и жжение. Дисбиоза у них по лабораторным данным нет, и выделений патологических у них нету. То есть они приходят с зудом, жжением, часто гиперемию мы видим в зеркалах. Стандартное лечение, которое назначается по клин-рекомендациям, более чем в 90% случаев не дает эффекта вообще. Соответственно, мы условно эту группу назвали аллергопатология. Здесь тоже, ну, в общем-то, все понятно. Здесь у нас есть дисбиоз, здесь у нас иногда гиперемия, стандартное лечение, назначение антибактериальных препаратов в большинстве случаев нам дает хороший эффект. То есть здесь дисбиотические нарушения, которые мы прекрасно видим по фимофору, прекрасно понятны и хорошо купируются. Вот эта группа оказывается смешанная. И по клинической характеристике она смешанная, по эффективности терапии она смешанная. Поэтому мы предположили, что как раз эта группа — это сочетание двух независимых факторов. И обратите внимание, здесь группа женщин, которых набирали по критериям Анселя. То есть пациентки, которые по существующим рекомендациям должны относиться к группе бактериального вагиноза. Вот они, дисбиоз, и вот оно, отсутствие воспаления. Из всей группы, которой классическими методами мы называем бактериальным вагинозом, всего-навсего 34% соответствуют по сути своей этому диагнозу. Вот они. Вот это 23%, это пациентки, у которых на фоне нормы циноза есть воспаление. То есть это значимая, клинически значимая группа. Ну и вот это, на самом деле, это воспаление на фоне дисбиоза, почти 40% пациенток. По-видимому, это группа с вагинитом. Про аэробный или анаэробный характер мы с вами говорить не будем, потому что очень интересно. У нас есть понятие аэробный вагинит, но нет понятия анаэробного вагинита. То есть непонятно, что мы имеем в виду. Ну и мы получили генетическое подтверждение. Действительно, вот эти две группы, они две независимые проблемы. Это предрасположенность к аллергии, предрасположенность к дисбиозу генетически обусловлена, и группа, где смесь аллергопатологии и дисбиотических нарушений, она генетически похожа. Таким образом, мы говорим о том, что у нас ситуация несколько сложнее, чем дисбиотические нарушения, которые мы можем определять с помощью системы фимофор или им подобных. Ну и получается, что если причиной воспаления не во всех случаях действительно является дисбиоз, с дисбиозом мы разбираться все равно должны. И для этого нам на помощь приходит фимофлор 2. На этом и следующем слайде будет представлена как раз его компоновка, и звездочками показаны все те микроорганизмы, которые появляются здесь в сравнении с хорошо нам знакомым фимофлором 16. Во-первых, это действительно типирование лактобактерий, о чем сегодня уже многократно сказали, что это важный очень показатель. Появляются дополнительные микроорганизмы из числа аэробов, в частности, стрептококка галактия. Перегруппированы и добавлены новые параметры в группе анаэробов. В частности, появляется группа БВАБ. Вот они здесь в самом низу, да. БВАБ — это что такое? Бактериовагиноз, ассоциированные бактерии. Это прямо целый комплекс микроорганизмов, которые здесь тоже значимы. Дифференцированно определяются генитальные микоплазмы, в частности, уреоплазма, уреолитикум и парвум. Грибы, дифференцировано Candida species и Candida albicans, что позволяет нам в ряде случаев сделать заключение о присутствии грибов non-albicans, да, species плюс, albicans минус. Ну и да, этот тест впервые в себя включает и возбудители инфекций, передаваемых половым путем, хламидии, гонококки, микоплазмы, гениталиум и трихомонады,
герпес-вирусы, и скрининг на вирусы папилломы человека. Поэтому я сейчас, когда рассказываю гинекологам про этот тест, спрашиваю: "Вам что еще нужно конкретно?" И большинство из них говорит: "Нам вообще больше уже ничего не надо, все и так хорошо". Ну, а сейчас вернемся к нашим дамам с воспалительными мазками. Это как раз вот из той группы, которую мы уже апробировали с помощью, Фимофлора второго. Первое, на что интересно посмотреть, да, это в противовес как раз тому, что немножко Андрей Евгеньевич рассказывал. Среди женщин, у которых мазок совершенно отчетливо воспалительный, есть категория 6%, у которых ни жалоб, ни клиники-то не было. Это к тому, что и пациентки недооценивают свое состояние, и врач, вообще-то говоря, не бог. И субъективность в оценке клиники может отсутствовать. С этой точки зрения все равно микроскопия, она дает информацию, на нее стоит обращать внимание. У части женщин были жалобы, но врач ничего не видел. У части женщин женщины не жаловались, но какая-то клиника была. И, конечно, здесь мы о клинике говорим той, которая может указывать на инфекционную патологию нижних отделов гениталий. То есть это вот все те же зуд, жжение, гиперемия, диспареуния и патологические выделения. Но надо сказать, что львиная доля этих пациенток, почти 70%, они как предъявляли жалобы, так они и были оценены как патологически больные с точки зрения клинициста. Я же говорила, сейчас будет фокус при переносе. Вот ждали сюрприза, и он есть. Да. Коллеги, значит, здесь представлена структура микробиоты влагалища. Мало здесь с цветами мы с вами разберемся, а примерно какой, пропорции это соотносится, вы прекрасно поймете. Зеленая. Значит, тут это было 16%, я, в общем, цифры-то помню. 16% женщин, у которых был эубиоз. Да, мы сейчас другой немного термин используем, не нормоценоз, потому что норма это то, как мы с вами оценили, микробы про это ничего не знают, а эубиоз это просто равновесное состояние для влагалища. Равновесие это доминирование лактобацилл. То есть это вот зеленый, это эубиоз, нормоценоз абсолютный по старым критериям, то есть ничего. 19% голубой столбик — это были пациентки, у которых эубиоз или нормоценоз был условный. То есть там были либо грибы, либо генитальные микоплазмы. То есть вот значительная часть, да, это практически 30%, даже больше, женщин, у которых дисбиоза как такового не было. У них доля лактофлоры была достаточная, но вот в случае эубиоза условного там кто-то присутствовал из ассоциантов, которые могут вызывать воспаление. И в данном случае, раз мы говорим о воспалительном мазке, они и вызвали, да, если здесь есть уреоплазма, так она вызвала воспаление, ее придется все равно лечить. Ну и немалая, как говорится, опять же, большая часть это дисбиозы. Красная часть это выраженные дисбиозы, желтая часть это умеренные дисбиозы. Это пример пациентки, у которой вообще-то эубиоз по хемофлору второму, да, вот у нее, пожалуйста, нормофлора представлена преимущественно лактобактериями. Тут будет сейчас увеличение. Аэробов есть, но мало. Анаэробы тоже есть, но проценты незначимы. Микоплазмы генитальные отсутствуют. Грабарада кандида выявлены. Что касается спектра лактобактерий, посмотрите, пожалуйста, выявлены все 4 типа. Вообще говоря, это критерий. Чем больше видов лактобактерий мы видим, тем лучше. Так, я что-то тут делаю, видимо. Но явно совершенно доминирующий здесь вид лактобациллус криспатус. 10 в 6 по сравнению с остальными, которые там 10 во второй, 10 в 4. То есть вообще все замечательно. Да, грибов, как я сказала, уже нет, и стрептококка агалактия нет. Что есть? А у нее есть ВПЧ. Вот понимаете, тоже вот чудеса, они такие относительные весьма. То есть в данном случае проблема, скорее всего, связана, да, с персистирующей еще и ВПЧ-инфекцией, причем это 18-й тип, вообще отнюдь не дружелюбный. Жаль, что здесь нет Другой. клиницистов, мы бы задали вопрос, что делать с этой пациенткой. Сейчас будет нам ответ, я так понимаю, да. Следующим докладом будут ответы на эти вопросы. Другой пример. Тоже, посмотрите, пациентка с воспалительным типом мазка. Если бы мы с вами взяли просто тест Фимофлор, мы бы у нее нашли выраженный анаэробный дисбиоз. Ну да, это вот вариант, как мы говорили, анаэробный вагинит или что. Коллеги, тут хламидия трахоматис, на которую зачастую доктора, и, кстати, и эту пациентку, когда коллекцию мы набирали, ее никто и не обследовал на хламидию, потому что она сказала: я не такая, я совсем другая, у меня этого не может быть. А Но пациентки оказалось, всем должны.
Да, а должны. Про это забывают регулярно, про это мы с вами, как лабораторная служба, вообще-то должны напоминать. Ну и плюс групповая вот эта вот компания ВПЧ тоже здесь присутствует. Так что вполне логично, почему эта женщина оказалась у нас здесь в разработке, что называется. Теперь у нее еще один сюрприз, да. Теперь, собственно, про условный эубиоз, условный нормоциноз– это интересная категория, потому что дисбиоза здесь нет, да, а кто вызвал тогда, тем не менее, вот ассоцианты микробиоциноза, а это уреоплазмы и грибы рода кандида преимущественно. И здесь мы с вами можем увидеть, кто тут были основные игроки. Значит, наименьший вклад вносила уреоплазма уреолитикум, но мы ведь ее теперь нашли. Вот этот розовый стол, сектор, который идет прямо вверх, это 4% этих женщин. То есть раньше мы бы не смогли с вами сказать, что это была за уреоплазма. Дальше, самый обширный сектор, кто дал? Это грибы. Вот все-таки грибы, они имеют значение. Кандида, причем в одиночку, дала в наибольшей степени воспаление. И остальные варианты– это смесь либо генитальных микоплазм, либо это были грибы с генитальными микоплазмами. Поэтому тоже, в общем, тест совершенно четко дал ответ на вопрос, что будет. А так это так же вот примерно как у Евгения Да, Федоровича. мы с вами понимаем, что наличие кандиды не позволяет нам поставить клинический диагноз вульвовагинального кандидоза. Это клинический диагноз, который обязательно должен учитывать клиническую картину. Поэтому здесь, конечно, лабораторная диагностика нам важна, но не абсолютно. Поэтому тоже об этом надо Сейчас помнить. придется, да, просто комментировать. Ну, я специально, поскольку аудитория лабораторная, то вот он вам мазочек, классика жанра. Вагинит неспецифический, лейкоцитов много, флора, палочки, лактоморфотип. Спрашивается, и что? Но здесь я на самом деле знаю, что здесь, но вы не узнаете. Вот он наше трио. Значит, там были генитальные микоплазмы. А вот это, вот тут лучше видно, а, тоже пример. Это причем реально вот пациентки у нас, что называется, свеженькие. Тоже вагинит не специфический, окраска по грамму. Я не знаю, кому как. Мне вот метиленовый синий, кстати, больше нравится. Как-то четче все видно. И смотрите, что здесь у нас в фимофлоре. А в фимофлоре здесь грибы. Ну, не увидели мы их в Москве. Ходили, смотрели, они нашли. Это тоже реальность, понимаете? Микроскопист, человек, оценивающий субъективно, и не все так просто. Ну, а теперь про дисбиозы при воспалительном типе мозга, то, о чем мы уже говорили. Посмотрите, вот он опять же, вклад анаэробов. Красные столбики– это выраженные и умеренные анаэробные дисбиозы. Желтые– это аэробные, и оранжевые– смешанные. Вот у нас вклад аэробов воспалительные в дисбиозы при воспалительном типе мозга. Он, в общем, по большому счету, если на всю группу раскидать, он ничтожен. Поэтому я неустанно говорю клиницистам, ну, Евгений Федорович это прекрасно понимает, что нельзя ставить знак равенства между воспалительным типом мозга и предполагать, что это однозначно аэробный вагинит. Да нет, скорее всего, это разные варианты смешанных инфекций, как, например, вот здесь. Да, пожалуйста, здесь выраженный анаэробный дисбиоз, плюс здесь микоплазма хоминис, уреоплазма уреолитикум и компания ВПЧ. То есть это классическая смешанная инфекция. И как здесь ставить диагноз клинический? Вопрос, скорее всего, диагноз будет звучать как вагинит, ассоциированный с. И начинаем перечислять, что мы здесь нашли. Ну, другой пример. Я опять же хочу показать, поскольку аудитория лабораторная, вот все хорошо отрисованные иллюстрации почему-то не видны. Это мазок пациентки ну вот микроскописты, вот вы что скажете по этому мазку? Вот что это? Ничего внятного тут не сказать. Это вагинит, потому что тут 2 эпителиальные клетки, в общем, лейкоцитов. Ну, у нее вагинит по факту. Флора и грамм плюс, и грамм минус, и что угодно. Значит, если пимофлор второй, то это выраженный аэробный дисбиоз, где на 70% микробиоту составляют энтеробактерии, а на 28 стрептококки. То есть, опять же, у нас ответ совершенно четко есть. Так, ну, и, к сожалению, да, не сможем мы это рассмотреть качественно. Надо было, видимо, нам все-таки проверить. Потому что выраженные смешанные дисбиозы у нас тоже разнообразные совершенно. Ну и да, как финал, конечно, это значимость присутствия вируса папилломы человека в этих ассоциациях, потому что вирусно-бактериальные
ассоциации это на самом деле частая причина, в том числе и воспалительной картины при микроскопии. Да, вот как на этом примере. Ну и так, это у нас этот слайд уже был. Ну и последнее, пожалуй, о чем хочется еще сказать, это о роли именно лактобацилл. Сегодня вот здесь уже поминали два основных игрока, так скажем, на вагинальном фронте. Это лактобациллюс crispаtus, которая обладает уникальными особенностями. Во-первых, она продуцирует так называемый L-изомер молочной кислоты. Я вот узнала, что молочная кислота, она имеет изомеры. Да, 2, второй Уиннерс как раз. И вот этот изомер обеспечивает более низкий уровень pH, кислотности во влагалище. Кроме того, она продуцирует бактериоцины, криспоцин, который так и назвали, он активен против различной условно-патогенной флоры. То есть этот вид реально совершенно защищает влагалище. В то время как лактобациллус иннерс продуцирует другой изомер, D-изомер молочной кислоты, и в его геноме присутствуют гены, которые кодируют такие токсиноподобные вещества, фактически по типу цитолизинов. Поэтому она сама по себе может вызывать воспалительный процесс, вообще говоря. Но, с другой стороны, в ее защиту сегодня уже говорили. Ведь она последняя часто остается на фронте, когда все остальные лактобациллы уже ушли. И клиницисты видят иногда ситуации, когда пациентка имеет спонтанное излечение от бактериального вагиноза, не получает терапии. Я не исключаю, что это те случаи, когда инерс все-таки продуцировала молочную кислоту, продуцировала и выпродуцировала. И стало, по идее, хорошо. Да, снижаются на фоне криспатус риски ВПЧ и неоплазии, но об этом будет у нас еще следующий доклад. Что я хочу сказать? За рубежом, вот уже в 2020 году компания Ravela с авторами предложила вот такую вот классификацию вагинальных микробных сообществ. Она была сначала покороче, теперь она побольше, но принципиально это 5 типов, из которых 4 типа– это варианты с доминированием лактобацилл, но отличаются они преобладанием определенных видов лактобацилл. И только один четвертый тип, он дисбиотический с доминированием разных видов условно-патогенных микроорганизмов. Поэтому я думаю, что мы сейчас стоим на пороге того, чтобы предложить и России, и миру, вообще говоря, свою классификацию с использованием фимофлора второго да, по классификации микробных сообществ. Ну и в заключение, конечно, мы подняли много вопросов, которые надо решать с клиницистами. Что мы считаем критерием эффективности проведенной терапии? Элиминацию определенных микроорганизмов, но мы уже прошли этот этап. Это абсолютные патогены. И сейчас мы уже говорим о восстановлении нормоциноза. Но последние наши исследования говорят о том, что нормоценоз, эубиоз по современной классификации– это еще полдела. То есть у нас еще остается локальное воспаление, которое может развиваться на фоне дисбиотических или эубиотических состояний. И вот что нам делать сейчас, вот как нам быть вот с такими, формально мы можем говорить о вагинитах, но на фоне нормоценоза, вот это, наверное, вопрос, который сейчас выходит на первое место. Большое спасибо за внимание. Надеюсь, что мы были Спасибо. достаточно кратки.